Здорово! С вами интернет-магазин Z-Wave Украина, и сегодня мы с вами поговорим про такие крутые термостаты, как Nest. Многие люди действительно видят их и говорят: такая классная штуковина, так приятно вращать этот диск, как красиво меняется температура и как стильно он выглядит, но немногие знают, как именно работают эти термостаты и какие преимущества они дают. В первую очередь хотелось бы сказать следующее. У меня сейчас на столе две версии термостата. Одна версия создана для европейского рынка. Здесь вы видите привычную нам температуру 20 градусов. Приятная температура или там чуть-чуть прохладная, к которой мы привыкли. Здесь температура задается в фаренгейтах, соответственно, этот термостат предназначен для американского рынка. Задавать режим градусы или фаренгейты можно в каждом из этих термостатов, поэтому это не является проблемой. Самое главное отличие — это конструктивные особенности и принцип работы каждого из них. Термостат, рассчитанный для европейского рынка, он, если честно, урезанный. Он может только задавать желаемую температуру и управлять отдельным модулем реле. То есть, как вы видите, коробочка немножко больше. То есть здесь просто вот эта круглая штука, сам термостат, а здесь кроме термостата есть еще специальный релейный блок, который устанавливается рядом с бойлером либо каким-то другим отопительным прибором. Крайне важный момент: этот термостат может только греть. Он задает желаемую температуру и включает либо выключает нагреватель. Из расширенных возможностей, по-моему, еще этот термостат может как-то управлять еще водяным бойлером, но главное отличие, повторюсь, это возможность только нагревать. Термостат же американский обладает намного большим количеством возможностей. В первую очередь он может не просто нагревать, он может включать несколько ступеней нагрева. К примеру, у нас есть радиаторы, теплые полы и электрические панели, например. И в зависимости от ситуации, когда нужно греть чуть-чуть, он включает первую ступень, когда очень на улице холодно, он включает вторую, и когда лютая зима, он включает третью ступень нагрева, когда они работают все вместе. Кроме всего прочего, этот же термостат один, он может управлять охлаждением, он может включать какой-либо охладительный прибор на первую либо вторую скорость, тут две ступени охлаждения. И это еще не все. В термостат встроен датчик влажности, который также может управлять увлажнителем либо осушителем. И еще этот термостат может включать какую-либо вентиляцию на определенное время. То есть данное устройство, оно очень интересное и многофункциональное. Но в чем соль? Почему с этим устройством возникают такие большие сложности? Все потому, что данный термостат рассчитан на работу с американской техникой и имеет нестандартное напряжение питания и нестандартные сигналы, которые управляют соответствующим оборудованием. Поэтому в нашей стране данное устройство неприменимо. Мы нашли решение, мы об этом поговорим немножко позже, и давайте перейдем к распаковке и посмотрим, как комплектуется данное устройство и что оно позволяет. Термостат европейской версии мы пока не будем распаковывать, я про него рассказал. Это устройство, которое просто включает нагреватель и рассчитано на очень базовые функции. Хотелось еще также упомянуть, если вы фанат умного дома, и вы любите всячески интегрировать разные системы вместе, например, ставя дом на охрану, автоматически понижать температуру, либо по какому-то событию в системе умного дома изменить температуру в термостате. Сразу скажу, на данный момент, вот на момент выпуска видео, это невозможно. Данные термостаты, они работают в своей экосистеме Google и могут управляться только голосом при помощи голосового ассистента Google Assistant. И пока, если честно, хорошо это работает на английском языке. То есть, в принципе, если вы фанат Google и не хотите интегрировать эти термостаты в систему умного дома, в целом это хорошее решение. Но если вам нужна интеграция с умным домом, обязательно обратите внимание на Z-Wave термостаты, которые представлены в нашем интернет-магазине. Итак, поехали распаковывать. Ну что, ребят, берем традиционный нож для мяса и начинаем разрезать красивую коробку и смотреть, что там внутри. Хотя нет, по-моему, тут есть такая маленькая штучка, которую можно дернуть.
Не получается. Ладно. Да, действительно, термостат выглядит, ну, просто нереально круто. Это какой-то космический корабль в мире термостатов. Этот просто непередаваемый момент вращения, вот когда вы его крутите, ощущается нечто такое, что-то как тугое и очень плавное одновременно. То есть это как вращение какого-то профессионального объектива или какого-нибудь микроскопа. Чувства просто необыкновенные. Под вот этой вот наклеечкой, под ней находятся, собственно, датчики. Ну, насколько я знаю, есть датчик температуры, датчик влажности, датчик приближения. Когда вы реально подходите к термостату, он зажигает экран и может отобразить текущую температуру, текущее время, погоду и прочие вещи. Так, с обратной стороны здесь имеется специальный разъем для подключения кольца, которое монтируется на стену. Давайте откроем и посмотрим, как это выглядит. Ну, просто стиль, это просто непередаваемый. Видите, этот домик, он очень красиво находится прямо в центре. Прямо хочется открывать эту коробку, как какой-то сумасшедший подарок просто. Ну, понятно, здесь инструкции, какие-то дополнительные брошюры. Это нам, честно, не нужно, поэтому я и так вам все расскажу. В подарок идет красивенькая отверточка. В целом она малофункциональна, она пластиковая, не очень прочная, но выглядит достаточно стильно. Создатели этого термостата позаботились о том, чтобы пользователь ничего больше не сделал, кроме как купил этот термостат и смонтировал его на стену. То есть никаких инструментов покупать не нужно. Но это хорошо для Америки, для той страны, для которой этот термостат был рассчитан. В Украине будут некоторые сложности, но мы их легко сейчас обойдем. Собственно, вот это кольцо, оно устанавливается на то место, где должен будет расположен термостат. И, как правило, вот в этой точке сведены все провода от климатической техники. Есть два контакта, на которые подается питание. То есть в данном случае на термостат необходимо подать питание. Оно нестандартное, это 24 вольта переменного напряжения. В нашей климатической технике не применяется вообще такое питание, но в американской используется. То есть подав вот сюда питание 24 вольта, этот термостат заработает и будет, собственно, функционировать. А все остальные клеммы, которые имеются на данном кольце, они предназначены для задания определенного режима. Об этом я поговорю немножко позже. То есть пока давайте продолжим саму распаковку. Очень два крутых самореза, которые входят практически в любой материал. Они очень такие нестандартные, симпатичные, ну, в общем, в стиле Nest. Ну и в самом низу находится специальная пластина. Это та мера, которая необходима на тот случай, если очень сильно разрушено вот это место, из которого торчат провода, и необходимо каким-то образом скрыть все неровности или некрасивости. Ну, вообще она, конечно, не очень круто выглядит, эта пластина, когда термостат ставится на нее, но в целом это лучше, чем дырка вокруг самого термостата. Так, ну и дальше еще дополнительные саморезы, и в принципе все, мы на этом сейчас закончим. Ну давайте подумать, если вы все-таки купили этот американский термостат, как же быть, каким образом подключить ее в систему отопления, кондиционирования, ну и прочего, чтобы пользоваться этим устройством. Для этого мы разработали специальное устройство, которое называется Nest адаптер. Суть данного прибора состоит в том, что оно уже дает нужное напряжение для данного термостата и позволяет преобразовать сигналы, которые этот термостат выдает, в понятные контакты, которые замыкаются при помощи модулей реле. То есть, например, если нам нужно греть, то один из контактов реле замыкается. Если нам нужно охлаждать, то другой контакт реле замыкается. Если нужно включить увлажнитель, то замыкается третий. Если нужно включить вентиляцию, то четвертый. При этом этот переходник, он универсальный. Он позволяет адаптироваться под вашу климатическую систему и, например, обеспечить одну или две ступени нагрева, одну или две ступени охлаждения. Может не использовать увлажнитель, если его нет, или использовать проветриватель, если он у вас есть. То есть данное устройство легко монтируется на динрейку.
например, каком-либо щитке. На него необходимо подать 220 вольт вот на данную клемму. Не знаю, видно, не видно. Будут фотографии вместе с этим прибором, поэтому вы сможете детально изучить инструкцию. Так, ну и, собственно, необходимо подключить это устройство к самому термостату. Для этого в целом достаточно провода витой пары, который прокладывается из электрического щита в место расположения данного устройства. И в целом все остальные задачи могут быть реализованы. Давайте попытаемся подключить устройство и посмотреть, как это работает, какие возможности нам предлагает данный прибор. На столе у нас появляется плавно творческий беспорядок. В данный момент мы подключили к плате контакты RH и C. Это выход на питание самого термостата, а также фаза E0 220 вольт. Ребят, мы сейчас будем работать с напряжением 220 вольт. Если вы не имеете опыта или не знаете, как это делать, пожалуйста, не выполняйте данную процедуру, потому что убьет к чертям собачьим. Поэтому будьте крайне аккуратны и осторожны. Если у вас есть опыт, значит поехали дальше. Подаваясь сюда, пока мы не подаем напряжение, и берем, собственно, вот этот диск, в который подключаются все провода. И вот таким вот образом сюда будем подключать контакты RH и C. Так, значит, подключаем таким вот образом и вот таким. Так, хорошо зафиксировалось. Так, есть. Нормально? Да. Значит, смотрите, первое, что хотел сказать по этой ситуации. Каким-то образом данный диск понимает, какие провода в него вставлены. То есть даже неважно, по проводам идет электричество либо нет, он все равно понимает и таким образом может знать, каким именно устройством он сейчас управляет. Давайте пока просто подадим питание и посмотрим, как это работает. Прищелкиваем диск на место. Так. Так, все, стал. И подаем напряжение 220 вольт. Так, на экране загорается домик, это значит, что наш термостат запускается, поэтому необходимо подождать какое-то время, пока он войдет в интернет, запустит все свои сервисы, обновит прошивку и прочее, прочее. Поэтому этот момент видео я, наверное, немножко перемотаю. Ну что, наш термостат загрузился, как видим, на экране у нас появилась ошибка, называется E75. На самом деле все нормально, ничего плохого не произошло, говорит о том, что к данному термостату не подключен никакой ни отопительный, ни охладительный прибор. Поэтому он не знает, что делать и как быть. Поэтому сейчас мы это все обесточим и подключим устройство должным образом. Перед тем, как подключать, буквально пару слов про эти клеммы. Собственно, клемма W1 и W2, она отвечает за первую и вторую ступень нагрева. То есть, если у нас, например, необходимо управлять отопительным радиатором, просто его включать либо выключать, то достаточно подключить просто к данной клемме соответствующий провод. В те моменты, когда необходимо греть, на W1 будет появляться, управляющий сигнал будет подаваться, и таким образом отопительный прибор будет знать, что нужно греть. Если к W2 ничего не подключать, термостат просто будет знать, что второй ступени нагрева попросту нет. Поэтому давайте пока рассмотрим более простой вариант, когда подключена только одна ступень нагрева. Касательно Y, здесь то же самое, только для охлаждения. Первая и вторая ступень охлаждения. Буквочка G означает, если не ошибаюсь, вентиляцию. Сюда будет подаваться управляющий сигнал, когда нужно проветрить помещение. А вот эта звездочка — это специальный сигнал, который настраивается прямо в самом термостате. Можно выбрать, чем именно этот контакт будет управлять. Как правило, это увлажнитель. Поэтому давайте сейчас представим ситуацию, что у нас климатическая система состоит из одной ступени нагрева, одной ступени охлаждения, увлажнения и вентиляции. Давайте подключим эти контакты и посмотрим, как будет это все работать. Ну что, гулять так гулять, все-таки решил подключить даже вторую ступень нагрева. Значит, смотрите, все крайне просто. С этой стороны на плате находятся входы.
Здесь они так и обозначены. То есть каждый вход имеет определенное название. Вот эта звездочка, не знаю, тут видно, не видно W2, W1, G, Y1, Y2. То есть я, соответственно, эти же провода, которые здесь также обозначены, подключил к клеммной колодке. Да, извините за эти ужасные блики на экране термостата. Он действительно глянцевый, но в жизни он выглядит намного круче, конечно, чем на видео. Ну, итак, он загрузился, и сейчас он предлагает выбрать оборудование, equipment. Давайте нажмем. Значит, он спрашивает, есть ли у вас Pro аккаунт. Нет, Pro аккаунта у нас нет. И вот он уже сейчас видит, что что-то подключено к звездочке. То, что я говорил, это настраиваемый выход. Может быть подключен сюда увлажнитель, humidifier, осушитель, dehumidifier, и также третья ступень нагрева. То есть в данный момент мы будем управлять увлажнителем. Выбираем увлажнитель. После настроек, в результате которых мы выбрали тип отопления, это какой-нибудь там электрический нагрев, либо газовый котел и прочее, это каким-то образом участвует в алгоритмах расчета энергопотребления этого термостата. Дальше мы нажимаем Done. Еще раз проверяем, что все правильно указали. То есть у нас есть нагрев, вторая ступень нагрева, охлаждение, вентиляция и увлажнение. Ну и далее задаем базовый режим, в котором термостат начнет свою работу, пускай это будет нагрев. И часть еще других параметров, на которых мы пока не будем особо останавливаться. Сейчас мы задаем желаемую влажность, которую термостат будет поддерживать. Так, и все. Здесь он предлагает добавить термостат в панель управления самого термостата. Это программа, онлайн-облачный сервис, позволяющий управлять термостатом удаленно. Для этого необходимо зайти в аккаунт и добавить термостат. Так, добавляем термостат. Нажимаем плюсик. Термостат добавлен, и теперь в интерфейсе на телефоне мы видим то же самое, что и на самом термостате. Есть определенная задержка, с которой он работает, ну, имеется в виду передача этой заданной температуры, но она успешно приходит. Давайте зададим побольше температуру, например, 24 градуса. Видите, вот этот сумасшедший дизайн, вот эта анимация, это действительно круто, это очень красиво выглядит. Также термостат каким-то образом определяет время нагрева и пишет, сколько времени необходимо для того, чтобы достигнуть желаемой температуры. Вот он пишет, что по его расчетам приблизительно 40 минут нужно, чтобы выйти на температуру 24 градуса. Это очень понятно и интуитивно. У термостата очень много настроек, мы не будем на них останавливаться. Давайте все-таки рассмотрим вот эту магическую коробочку, которая позволяет нам интегрироваться и получить максимум вот этого устройства. Итак, давайте рассмотрим каждый режим. Сейчас термостат находится в режиме нагрева. Вот здесь вот мы видим режим нагрева. Он сейчас греет. Для того, чтобы включить нагрев, для этого нам необходимо повернуть вот это кольцо и задать температуру выше текущей. Вот сейчас у нас в комнате 23 градуса. Давайте зададим температуру чуть выше текущей. Обратите внимание на светодиоды. Вот, видите, включился здесь один светодиодик. В данном случае включена первая ступень нагрева. Вот эта релюшка замкнулась, и данные контакты теперь замкнуты. К этому контакту реле можно подключить термоэлектрический привод, который управляет подачей теплоносителя, например, в радиаторы, либо в теплый пол, либо какое-то другое устройство, которое активирует нагрев, либо какой-то управляющий сигнал на систему воздушного отопления, который откроет заслонку, и нагрев начнется. Как только в результате нагрева будет достигнута заданная температура, он будет отключен. При этом экран уже не будет таким вот оранжевым, он станет такого вот черного цвета. То есть вы визуально видите, в каком состоянии сейчас у вас находится термостат, происходит нагрев, либо не происходит нагрев. Давайте еще немножко увеличим температуру. Вот слышите, щелкнула релюшка, давайте еще увеличиваем. Вот.
Смотрите, включилась вторая ступень нагрева, то есть сейчас у нас одновременно два модуля реле замкнуты, и система пытается нагнать температуру намного эффективнее, потому что разница между текущей и заданной, она уже не 1 градус, а как вы видите, она намного больше. Поэтому нужен больше нагрев, и, соответственно, термостат подстраивается под эти вещи. Давайте посмотрим, как работает охлаждение. Выбираем режим охлаждения. То есть, допустим, наступило лето, жара, и нагревать нам не нужно. Переходим в режим охлаждения. Выбираем Cool. И сейчас ситуация обратная. Когда заданная температура ниже текущей, то в этот момент будет включаться у вас охлаждение. Давайте попробуем. Давайте мы его опускаем. Опускаем. Вот. У нас активировалась первая ступень охлаждения, ну и единственная, потому что мы подключили контакт только к Y1. Это первая ступень охлаждения. Термостат визуально показывает свой режим, то, что он охлаждает, и то, что он стремится к температуре 22 градуса. Это тоже он сделает приблизительно за 40 минут. Пока эти вещи не откалиброваны, термостат будет в процессе жизнедеятельности обучаться и научится предсказывать, через какой промежуток времени заданная температура будет достигнута. Давайте посмотрим, как работает вентиляция. На самом деле для вентиляции немножко урезанный функционал. Суть его состоит в том, что здесь просто в меню мы выбираем вентилятор и указываем, на как долго нам необходимо проветривать помещение. Например, 30 минут. Также хотел обратить внимание на особый режим, когда существует возможность одновременно и нагревать, и охлаждать. Давайте посмотрим, как это работает. Heat и Cool. Heat and Cool. В данной ситуации термостат позволяет задать температуру, при которой будет включаться кондиционер, и температуру, при которой будет включаться нагрев. Такой режим оптимален для межсезонья. Если честно, я практически не знаю аналогов термостатов, которые позволяют одновременно работать вот с такими двумя режимами. То есть давайте посмотрим, как это работает. Мы здесь выбираем, что мы хотим изменить. Режим нагрева. То есть указываем греть, там, допустим, до 22 градусов. А режим охлаждения охлаждать, например, до 24. То есть, если вдруг в межсезонье ночью температура падает меньше, чем 21, он будет нагревать. Если днем лучи солнца нагревают помещение больше, чем 24 градуса, то он будет охлаждать, тем самым поддерживать желаемую температуру. При этом, так как есть определенная дельта между заданием температуры нагрева и охлаждения, радиаторы и кондиционер, они не будут конфликтовать друг с другом. Ведь самое плохое, когда две системы борются и что-то нагревает, что-то охлаждает. И тем самым мы тратим кучу денег просто впустую. Данная ситуация решена программистами Nest, и теперь он обеспечивает вот задание вот внутри этой вилки. Вот видите, мы задали больше там 24 градусов, автоматически изменилась температура охлаждения для того, чтобы не было вот этого конфликта, о котором я говорил. Ну и небольшое резюме. То есть данное устройство, которое представляет собой переходник работы с данным термостатом, можно приобрести в нашем интернет-магазине. Это устройство протестировано и хорошо работает. Кроме всего прочего, можно купить комплект самого термостата и данного устройства, там будет определенная скидка. Поэтому я думаю, вам это будет интересно. То есть, если вы хотите получить современный интеллектуальный дом, в рамках которого вы можете сказать, например, там, Hey Google, по-английски, там, задай определенную температуру, то это то решение, которое вам действительно нужно. Это красивый термостат, который обеспечивает и удобство, и комфорт, а также энергосбережение. Буквально в двух словах, в данном термостате есть встроенный датчик движения, который определяет наличие человека в помещении. То есть, когда мы заходим, его экран автоматически включается и показывает какой-то там режим или текущую температуру в помещении, или погоду, или красивые такие часики. Это может быть цифровые часы, это может быть аналоговые часы. При этом он использует этот датчик еще для определения того, что вы находитесь дома. То есть, если представим, у вас несколько таких термостатов в квартире, есть мобильный телефон, мы можем в тот момент, когда нет
никакого движения, и ваш GPS сообщает мобильному телефону, что вы находитесь за пределами дома, в этот момент система автоматически переходит в режим энергосбережения. То есть, по сути, интеграция с охранной сигнализацией, которую представляет умный дом, она может не всегда быть уместна, так как данный термостат достаточно неплохо сам понимает, что человек ушел, и автоматически понижает температуру. Поэтому вы тоже получите определенное энергосбережение, как зимой, так и летом. Ну и одновременно избавитесь от огромного количества органов управления на стене. Представим, что есть отдельный термостат для нагрева, один для охлаждения, еще там какой-то там для управления приточно-вытяжной вентиляцией. Все это помещается вот в это вот невероятно красивое компактное устройство, которое хочется трогать, которое нравится всем, которое понятно и детям, и старикам. Ни у кого не возникнет никаких сложностей при работе с данным оборудованием. Поэтому, надеюсь, данное видео вам было полезно. И если возникнут какие-то вопросы, пишите видео в комментариях, либо пишите нам на почту, либо звоните на телефоны компании. Всего доброго, с вами был интернет-магазин Z-Wave Украина. Всего доброго, пока.